Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о теме 45 лет. Здравствуй, лишний вес. Совсем не обязательно. И вот почему. При достижении возраста 45-50 лет практически каждая женщина сталкивается с необратимыми процессами, происходящими внутри нее. Это наступление менопаузы, для которой характерным является гормональный дисбаланс. В этот период происходит угнетение функций яичников. В результате снижается выработка эстрогена и прогестерона. Эти два женских гормона выполняют несколько функций. Отвечают за репродукцию. Под их действием происходит созревание клеток, подготовка матки к оплодотворению. Обеспечивают эластичность кожи, слизистых, что позволяет сохранить тонус. Правильное течение обменных процессов. Это означает, что обеспечивается баланс между полученным и израсходованным количеством энергии. В период менопаузы из каждых 1000 килокалорий потребляется только 300, а 700 превращается в жировые отложения. Так что помните об этом. Тело стремится сохранить необходимое количество гормонов, поэтому они начинают продуцироваться с липидами. В результате происходит накопление жировой ткани, откладывающейся на боках, животе и ягодичной зоне. Специалисты выделяют 3 основных вида лишнего веса в зависимости от зоны накопления. Андроидный или мужской. Жировые отложения распределяются равномерно по всему телу. Гиноидный или женский. Жир откладывается на бедрах и ягодицах, превращая фигуру в грушу, увеличивая риск развития заболеваний суставов и вен. Абдомино-висцеральный. Отложения формируются в области боков и живота, изменяя тип фигуры на яблоко. Для женщин это наиболее опасный тип ожирения. Он резко повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Так что будьте осторожны. Жир откладывается на талии, формируя так называемый спасательный круг. На спине, боках, внутренней стороне рук, формируя крылья, которые никак не способствуют женскому полету. Это вдовий горбик, уродующий шею. В общем, картина довольно безрадостная. Многие ошибочно считают, что набор веса в климактерический период – необратимый процесс, поэтому бороться с ним не имеет смысла. Но это не так. Если ваш вес увеличился за счет мышц, либо повышения плотности костей, это хорошо. А вот если за счет жира, то совсем наоборот. Как узнать? Пройдите такое обследование, которое называется биоимпедансметрия. Биоимпедансметрия, что это такое? Это анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма. Биоимпедансметрия или биоимпедансный анализ – это распространенный метод определения состава человеческого тела через измерение электрического сопротивления в тканях. То есть, проще говоря, через тело пропускают слабый электрический заряд, измеряют сопротивление, импеданс, что дает представление об общем содержании воды в организме, так как вода содержится в основном в крови, в мышцах, нервах, костях, то через содержание воды вычисляют тощую, нежировую массу тела, а потом через вычитание из общей массы тела массу находящегося в организме жира. Как же все-таки проводится биоимпедансометрия? В общих чертах к телу прикрепляются 2 электрода, через которые пропускают слабый ток.
На основании данных о прохождении заряда через тело компьютер вычисляет требуемые показатели. Процедура безболезненна, а комфорт зависит от используемого аппарата. Они бывают очень разными. За некоторые просто нужно держаться ладонями или встать, как на напольные весы, а другие требуют, чтобы вы легли, и датчики крепятся к стопам и кистям. Итак, что же измеряет биоимпедансометрия и что означают ее результаты? Первое. Количество жидкости в организме определяет объем внутриклеточной, а также меж- и внеклеточной жидкости. Показатель межклеточной жидкости позволяет узнать, нет ли в организме отеков, не задерживается ли жидкость. Если количество межклеточной жидкости, то есть крови и лимфы, ниже нормы, это указывает на сгущение крови или на то, что вы недостаточно пьете, особенно если при этом подвергаетесь физическим нагрузкам. В норме количество жидкости в организме составляет 45-60% массы тела. 2. Индекс массы тела, знаменитый ИМТ, который точно знают озабоченные похудением люди. Можно определить разными способами, и биоимпедансометрия один из них. ИМТ – это степень соответствия массы тела росту. Нормальный вес считается при значении ИМТ 18,5-24,99. Ниже – это недостаточная масса тела, выше – избыточная. Ожирение начинается при МНТ от 30. Третье. Скорость основного обмена. Она же основной метаболизм, базальный метаболизм. Это количество калорий, которое сжигает организм в соответствии покоя за сутки. Эти калории необходимы для жизнедеятельности, и организм их съест в любом случае, будете ли вы физически активны или нет. Для каждого это число индивидуально. Чем оно выше, тем быстрее вы тратите энергию. Чем оно ниже, тем вероятнее набор лишнего веса, даже при правильном питании. 4. Активная клеточная масса, или АКМ. Это масса внутренних органов, костей, мышц, нервных клеток в совокупности, включая находящуюся в них жидкость. Недостаток ее может говорить о заболеваниях внутренних органов, например, щитовидной железы, и об общем нездоровье. Полезно следить за изменением АКМ, когда вы худеете, чтобы похудение проходило не за ее счет, а за счет жира. В норме АКМ составляет 75-85%. 5. Мышечная масса. Это общая масса мышц в теле. Этот показатель полезно знать спортсменам и тем, кто занят силовыми тренировками, чтобы узнать, эффективны ли они. Хотите стать сильнее? Это тот самый параметр, на который нужно обратить внимание. При неправильном питании, неверной диете и образе жизни вместо жира человек теряет мышечную массу. Тем более, она уходит гораздо легче жировой. При этом вес снижается. Но это не то похудение, о котором вы мечтали. В здоровом теле мышечная масса составляет 30-40% от общей массы тела. 6. Костная масса. Недостаток ее может говорить о остеопорозе и других заболеваниях, которые ведут к повышенному риску переломов. Этот параметр чаще всего склоняется от нормы при несбалансированном питании, и тогда его режим следует пересмотреть. Костная масса тесно связана с содержанием кальция в организме,
А он, как известно, нужен не только для крепости костей, но и для работы мышц и нервной системы, свертываемости крови. 7. Жировая масса, то есть количество жира в организме. То самое, ради чего худеющие проходят биоимпедансометрию. Казалось бы, вот то самое число килограммов, которые нужно скинуть. Но не весь жир лишний, он нужен для обменных процессов, теплоизоляции, в качестве запасенной энергии. Оптимальный уровень жира для женщин 20-29,9%, для мужчин 10-19,9% от общего веса. Это обследование дает более точные результаты, чем индекс массы тела. Но знать это тоже необходимо. Как рассчитать индекс массы тела? Вы можете рассчитать свой ИМТ, используя 3 простых шага. Первое. Определите ваш вес в килограммах. Второе. Далее разделите ваш вес в килограммах на ваш рост в метрах. Третье. Разделите полученный результат на ваш рост в метрах второй раз. В зависимости от значения, которое вы получите, вас можно будет отнести к одной из 4 категорий по ИМТ. Недостаточный вес, дефицит массы, нормальный вес, избыточный вес или ожирение. Категории индекса массы тела. Избыточный вес предполагает избыточную массу тела, но не обязательно наличие лишнего жира в организме. А напротив, ожирение означает, что содержание жира в организме чрезмерно высокое. Классификация веса по ИМТ. Пониженный дефицит массы меньше 18,5%. Нормальный вес 18,5-24,9%. Избыточный вес 25-29,9%. Ожирение ИМТ 30% и более. В каких случаях к значениям ИМТ нужно относиться к осторожностью? Давайте разберем. Итак, ИМТ является надежным индикатором общего содержания жира в организме, что в свою очередь связано со многими рисками для здоровья. Значения, которые вы получаете, верны как для мужчин, так и для женщин, но у применения ИМТ есть некоторые ограничения. Например, показатель может переоценить количество жира у спортсменов и других людей с развитой мышечной массой. Для них сейчас существует более подробный метод оценки своего физического состояния. Это называется биоимпедансометрия. Он может недооценивать количество жира у пожилых людей и у тех, кто потерял мышечную массу. Еще один способ определить избыточную массу тела и риски сердечно-сосудистых заболеваний – это окружность талии. Для женщин окружность талии не более 80 см, для мужчин не более 94 см талия. При больших значениях имеется избыточное отложение висцерального жира на внутренних органах. Что же делать? Соблюдайте следующие правила. Психологически настроиться, принять все изменения со своим телом спокойно. Да, климакс невозможно предотвратить. Он является просто очередным этапом в жизни женщины. Не переживайте. Не стоит переживать по этому поводу. Знайте, что выглядеть хорошо можно и нужно. Особенно опасны депрессивные состояния, которые заедаются сладкой или жирной пищей. Рациональное питание. Некоторых диет одного продукта или голоданий. Организм должен получать полный перечень витаминов и минералов, без которых здоровье подвергается серьезным испытаниям. Помните об этом.
достаточно скорректировать рацион, который должен состоять в большинстве из белков, сократить количество углеводов и жиров. Обязательно физические нагрузки. Как писалось выше, в возрасте после 45 лет снижается расход энергии. Женщина все чаще ведет пассивный образ жизни, много сидит или лежит. Также происходит ослабление тонуса мышц. Мышечная ткань заменяется жировой. Поэтому спортивные упражнения обязательно. Зарядка способствует большому расходу калорий, поддержанию в тонусе всех мышц. Более подробно смотрите в следующем ролике. Пока-пока, до новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, отвечу на все ваши вопросы.